Волк молча вышел из темноты и повел его за собой. Не рычал, не нападал, просто шел вперед, время от времени оглядываясь, словно проверяя, идет ли мальчик следом. Так они вышли к старой заброшенной хижине, спрятанной среди мха и папоротников. То, что ждало их внутри, изменило все. В тот вечер Илья возвращался из леса позже обычного. Солнце уже почти скрылось за верхушками сосен, и между деревьями быстро сгущались сумерки. Лес он знал хорошо, с детства ходил сюда с отцом, умел различать следы зверей и никогда не паниковал по пустякам. Но в этот раз что-то было иначе. Он почувствовал на себе взгляд, остановился, прислушался. Ветер стих, где-то хрустнула ветка. И тогда Илья увидел его. На границе света и тени стоял крупный серый волк. Он не рычал, не скалился, не делал угрожающих движений, просто смотрел, внимательно, настороженно, но без явной агрессии. На его морде виднелся старый шрам. Любой разумный человек начал бы медленно отступать, но произошло странное. Волк развернулся и сделал несколько шагов вглубь леса, потом остановился и оглянулся через плечо, словно ждал, словно звал. Сердце Ильи колотилось, но любопытство и какое-то необъяснимое чувство заставили его сделать шаг вперед. Волк снова пошел. Так, соблюдая дистанцию, они двигались несколько минут, пока не вышли к старой охотничьей избушке, перекошенной, потемневшей от времени, затерянной среди папоротников и мха. Дверь была приоткрыта, внутри пахло сыростью и порохом. Илья осторожно заглянул внутрь и замер. На полу лежала волчица, неподвижная. В боку темнело засохшее пятно крови. Было ясно, ее застрелили. Рядом, прижавшись к ее шерсти, тихо скулили 3 крошечных волчонка. А в углу избушки сидела девочка. Это была Марина, дочь местного лесничего Виктора Петровича. Она держала одного из волчат на руках и плакала, пытаясь согреть его своей курткой. «Я слышала выстрелы», — прошептала она, увидев Илью. «Прибежала, а она уже вот так». Оказалось, Марина давно наблюдала за этой волчьей семьей. Она знала, что волчица осторожная и никогда не подходила близко к людям. Но браконьеры не оставили ей шанса. Волк, стоявший у входа, тихо вошел внутрь. Он подошел к волчице, ткнулся носом в ее шерсть, а потом посмотрел на Илью. В этом взгляде не было злобы, только тревога и отчаяние. И тогда Илья понял, волк привел его сюда не случайно. Он просил помощи, не себе, своим детенышам. Решение нужно было принимать быстро. Оставить волчат означало обречь их на гибель, но и забрать рискованно. Дикие животные редко принимают вмешательство человека. Илья вспомнил отца, Сергея Николаевича, который много лет работал егерем и знал, как действовать в таких ситуациях. Он достал телефон, связь была слабой, но сигнал появился. Через час Сергей Николаевич уже был на месте. Он внимательно осмотрел все вокруг, нашел гильзы и мрачно покачал головой. «Это не охота, это браконьеры», — тихо сказал он. Решили действовать осторожно. Волчат аккуратно завернули в одеяло, которое Марина принесла из дома. Удивительно, но волк не сопротивлялся. Он следил за каждым движением, но не нападал, будто понимал, что люди пытаются помочь. Семью перевезли в специальный вольер при лесничестве. Первые дни были самыми трудными. Волчата отказывались есть, скулили по ночам. Волк держался в стороне, не подпуская никого слишком близко. Но постепенно все изменилось. Виктор Петрович помог оформить заповедную зону в том районе, где произошло убийство волчицы. Браконьеров позже нашли, благодаря найденным гильзам и показаниям местных жителей. А волчата начали крепнуть. Илья и Марина приходили каждый день. Они не приручали волков, понимали, что дикая природа не должна становиться ручной. Но они помогали выжить. Под присмотром специалистов волчата росли сильными и осторожными. Прошло несколько месяцев. Однажды утром Сергей Николаевич открыл вольер, чтобы выпустить семью обратно в лес. Волчата уже подросли и в движение стали уверенными. Волк-отец первым вышел за ограждение, остановился и обернулся.
Он долго смотрел на людей, на Илью. Этот взгляд невозможно было забыть. В нем не было покорности. Это был взгляд равного, существа, которое помнит. Потом волк развернулся и скрылся в чаще. За ним его подросшие детеныши. Лес снова стал тихим.